Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает и практикует русский язык. Как вы, наверное, знаете, а может быть и не знаете, у меня был отпуск. Месяц я был в отпуске, месяц я отсутствовал. Меня не было на YouTube. И я не выпускал подкасты. Но прошел месяц, и вот я снова вернулся, друзья. Я снова вернулся к вам. И, как и прежде, видео будут выходить каждую или почти каждую неделю. Также, друзья, конечно же, будут выходить и подкасты. Подкаст, кстати, уже вышел. Можете его послушать. Ссылка будет в описании к этому видео. В этом подкасте я рассказал, как прошел мой месяц отпуска. Спойлер, он прошел не очень гладко. А если вы уже слушали подкаст, то вы, наверное, знаете, что за этот месяц произошло много разных злоключений, иногда мы так говорим, да, и среди этих злоключений было одно, это поломка коляски Сабрины. Вот, и вот теперь у Сабрины новая коляска. Ча-ча-чам. Ой, Сабрина спит. Господи. Сабрина спит, да, друзья. Вот, поэтому у Сабрины новая коляска, и мы сейчас идем. Куда мы идем? Мы идем сейчас в мой любимый, наверное, магазин, который называется Decathlon. Зачем мы туда идем, что мы там будем делать, я вам сейчас и расскажу. Мы идем в Decathlon, потому что нам нужно купить кое-какое снаряжение. Кое-какое снаряжение для нашего небольшого путешествия. Дело в том, что мы с Юлей решили поехать на одно озеро здесь, в Сербии. Мы сейчас находимся в Сербии, и мы решили поехать на озеро. Очень интересное озеро, об этом обязательно будет видео. Это не просто озеро, а это озеро в горах, красивое озеро. Но вы все увидите. Но, конечно же, у нас здесь нет никакой экипировки. У нас здесь нет почти никакого снаряжения. Мы уже купили с Юлей палатку. У нас есть палатка, и у нас есть спальные мешки или спальники. Вот так выглядят спальники. Но нам нужны пенки. Пенка или коврик, или туристический коврик – это такая штука, которую ты кладешь под спальный мешок. Ты кладешь эти пенки на дно палатки. У нас нет такой штуки, но она, конечно, очень-очень нужна. Поэтому мы идем в Decathlon, чтобы купить пенки, чтобы купить газовый баллон, чтобы можно было сделать еду или приготовить чай. Что-то еще нам нужно было, но я забыл. Но я вспомню. Котелок. Котелок или маленькую кастрюлю. Вот это все нам нужно купить, поэтому мы идем в Decathlon. Вот примерно так выглядят спальные районы города Нови Сада. Город Нови Сад. Вот так выглядит спальный район. То место, где мы живем. В целом очень милый, очень спокойный, очень приятный, очень зеленый город. Нам очень нравится, очень реально, очень тихий и очень спокойный. И очень много граффити на стенах. Граффити или граффити, как хотите. Очень много граффити, но в целом почему-то в Сербии везде очень много граффити или граффити, не знаю. И люди говорят и так, и так. Я предпочитаю слово граффити. Очень много граффити везде, разные футбольные клубы и какие-то еще другие вещи, которых я не очень понимаю. Но, в общем, да. В общем, город интересный, небольшой, тихий, спокойный. Нам очень нравится. И самое главное, что здесь очень хорошо гулять с коляской. Вот
коляска, Сабрина в ней, и широкие тротуары, велодорожки, то есть такая приятная инфраструктура для прогулок, а еще цветы. Цветы, цветы, цветы. Вот это самая окраина города Нови Сада, самая ее крайняя часть, ну практически самая крайняя, потому что там дальше идет железнодорожная станция, железная дорога, и в принципе город, ну, практически заканчивается. Вот. Красивые платаны. Платаны нам с Юлей теперь всегда напоминают Аргентину, потому что в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где мы жили, там было очень много платанов, и вот эти деревья теперь навсегда связаны с Буэнос-Айресом. Вот так вот. Сейчас мы дойдем до Декатлона, и там я вам покажу, что нам нужно купить. И расскажу, почему Декатлон мой любимый магазин. Мы пришли в Декатлон. Фу, здесь прохладно, потому что на улице сегодня очень жарко. Фу, я весь вспотел. Сейчас нам нужно найти, где находятся палатки. Палатки вот здесь. Так, палатки и коврики. Я вижу, что коврики где-то здесь. Сабрина, привет! Привет! Ну что, какой коврик будем выбирать? Ну, какой коврик будем выбирать, да? Не знаешь? Есть на самом деле два варианта. Первый — это вот такой надувной коврик. Надувной коврик. Но, честно говоря, мне не очень нравится, что он, во-первых, довольно тяжелый, и, во-вторых, он объемный. Ну и на самом деле он еще и дорогой. Он дорогой, стоит 3500 динаров. Вот, поэтому такой коврик, и это коврик на одного человека. А если мы смотрим на коврик для двух человек, то он очень тяжелый и очень объемный. Вот смотрите, тяжело поднять его. Поэтому, наверное, такие коврики мы не будем. Это даже не коврик, это уже матрас, целый матрас. Такие коврики, матрасы мы не будем покупать. Наверное, мы купим классический коврик, который называется пенка. Есть еще вот такие вот коврики. Ну, это даже не коврик, это, не знаю, что тут написано. Плейд, может, это плед. Кажется, что такая штука не подойдет, потому что она очень тонкая. Это скорее просто для пикника. Для пикника нормально, а вот для ночевки в палатке эта штука не подходит. Нет. Так, вот он коврик. Смотрите, по-сербски тоже называется пена. Пена, просто пена, пенка, да, потому что вот такой вот материал, он как бы такой вспененный, видите, вспененный как пена, как, например, пена на капучино, да, пена, пенка. Но, честно говоря, я удивлен, что он стоит 1000 динаров. Блин, это вообще дороговато. Обычно пенки стоили гораздо дешевле. То есть нам нужно 2 пенки, и это будет 2000 динаров. Ну, кажется, что немножко, как будто немножко дороговато. Как будто немножко дороговато. Но кажется, что других вариантов нету. Но мы сейчас посмотрим, может быть, что-то и есть еще. Итак, что мы в итоге купили? Мы купили, во-первых, газ, баллон с газом или газовый баллон, затем 2 пенки, вот первая пенка и вот вторая пенка, а вот еще есть 3-я пенка и 4-я пенка. Нет, 2 пенки, вот, чтобы вы нам поверили на слово, 2 пенки. Так, и еще вот такой вот набор для двоих. Здесь котелок, или кастрюля, или котелок. И там есть 2 вилки и, наверное, 2 чашки. Да, вот 2 чашки, 2 вилки. Вилки где-то тут.
вот, чтобы можно было готовить еду. Жаль, что Decathlon не платит мне за рекламу, потому что, ну, я обещал рассказать, почему я люблю этот магазин. Дело в том, что почти все мои путешествия, выезды на фестивали, не знаю, в походы, в горы, на озера всегда начинались с этого магазина. Я сначала шел в Decathlon, покупал там что-то. Кстати, это моя шапка тоже из Decathlon, моя сумка тоже из Decathlon. И, в общем-то, я шел туда, покупал там себе вещи какие-то для похода и шел в поход. Поэтому просто люблю этот магазин, друзья. И да, на этом у нас все сегодня. Мы с Юлей хотим вам пожелать хорошего дня, отличных путешествий. Пусть все у вас будет отлично. И до встречи, друзья, в следующем видео. Пока!